Итальянка Моника Беллуччи и француз Венсан Кассель познакомились в 1996 году на съемочной площадке фильма «Квартира» и сразу воспылали друг к другу. Совсем не любовью, а совсем наоборот. Касселю девушка, по которой сохла добрая половина съемочной площадки, казалась безмозглой. В этом он однажды признался, а ей он виделся невыносимым снобом. В тот момент Моника успешно работала моделью и в качестве актрисы еще не состоялась, чем и раздражало темпераментного француза. Уж он-то, снявшийся на тот момент ни в одном фильме, понимал толк в профессии и не терпел дилетантства. Впрочем, если уж от любви до ненависти один шаг, то почему бы не предположить и обратный вариант? На премии «Сезар», где Беллуччи получила награду за роль в «Квартире», актеры появились вместе и уже не расставались. Долгое время Венсан уговаривал Монику Беллуччи выйти за него, но она отказывалась, так как никогда не была одержима брачными узами. Выйти замуж актриса все-таки решилась спустя 3 года после знакомства, когда Венсан попал в автокатастрофу. На бесконечные расспросы прессы Моника отвечала черным юмором: «В какой-то момент я решила, что быть вдовой логичнее, чем бывшей любовницей». К тому же черный цвет идет любой женщине больше всех остальных. Они поженились в сентябре 1999 года. Однако, их брак далек был от классического понимания этого слова. Связав себя семейными узами, они все-таки оставались абсолютно свободными людьми. Удивительно, но все 14 лет брака они прожили на 3 дома. Он – в Париже, она – в Риме и Лондоне. По их собственным словам, так они не успевали ссориться, зато успевали соскучиться. «Я никогда не вмешиваюсь в его дело. Мы очень независимы. Мы живем в разных мирах». Как все итальянки, я ревнива, но как-нибудь обойдусь без верности тела. Для меня любовь – это верность сердца. Венсан всегда рядом, когда он мне нужен. Больше я ничего не прошу, минус делились в одном из своих интервью актриса. Да, мы разные, но это ведь и прекрасно. Я бы не смог влюбиться в самого себя. Она итальянка, я француз, между нами случается всякое. Я люблю Монику и счастлив, что живу с человеком, который, как и я, больше всего ценит свободу. Минус, как-то заявил Кассель. Очередным витком их отношений стали сложные съемки в скандальной картине Гаспара «Гаспарна. Необратимость», где супруги сыграли влюбленных. В фильме героиню Моники жестоко насилуют, эта сцена длится чистых 9 минут без монтажа. Фильм этот наделал в свое время много шума. Моника запретила мужу присутствовать на площадке.
На просмотре отснятых кадров Кассель вышел из себя и покинул студию. Короче говоря, в рамках съемок развернулась вполне реальная и совершенно итальянская сцена ревности. Такой поворот не мог пройти незамеченным для прессы. Монику и Венсена тут же развели, но пара быстро опровергла слухи о расставании. Вскоре Моника Беллуччи родила первенца, дочку назвали Девой. Появление ребенка сплотило пару, и первые месяцы жизни малышки они счастливо провели под одной крышей. Тогда же в одном из интервью актер признался, еще несколько лет назад на вопрос, что бы я сделал за 5 минут до конца света, я бы ответил: прыгнул с парашютом. Сейчас я предпочел бы заняться любовью со своей женой. Их вторая дочь Леони родилась в 2010 году, и Венсен настоял на том, что семья должна жить вместе под одной крышей, а дети – знать, где их дом. Вероятно, именно это и поспособствовало последующему расставанию. Как известно, если женщина мечтает оставаться свободной, любое покушение на это ее право приводит к катастрофе. Кассель как мог пытался спасти семью, которая рушилась на глазах. В начале 2013 года актеры даже решили переехать в Бразилию. Пресса связывала эту новость с введением французского налога на богатых, от которого бежал в Россию Жерар Депардье. Бразилия, вероятно, оказалась последней каплей. Моника приняла решение об уходе, а вскоре официальный представитель Беллуччи подтвердил, что актеры действительно расстаются. Сегодня бывшие супруги вместе перед объективами фотокамер не появляются, но, судя по слухам, сумели сохранить теплые приятельские отношения. Моника с тех пор официально одна. Что касается Венсена, после 2 лет одиночества он неожиданно для всех завел роман с темнокожей красавицей, начинающей моделью, младше его на 31 год. Читайте: Венсен Кассель и Тина Кунаки, 10 фактов о романе актера и юной модели. 1/9 источник фото, Getty Images, кадры из кинофильмов.